Всем привет! Вот приехал очередной R1200R на ремонт. Он первый еще не отдали. Ждем запчасти. Сейчас приехал второй. Ну, та же проблема. Коробка, первичный вал, демпфер. Вот сцепление на нейтралке. Выжимаем. Пропало. Отпускаем. Гремит. Больше гремит с этой стороны. Пробег 68 тысяч. Клиент говорит, что коробка уже мененная, там 1025 была, с гуся снята. Так, состояние хорошее мотоцикла в целом. В общем, начинаем разбирать. Скинули хвост. Ну, не знаю, сколько прошло времени с момента замены коробки. Ну, вот этот вот слой грязи, что-то мне кажется, что ее не меняли. Непонятно. Странно очень. Продолжаем. Вот скинули коробку, все в пыли в этой. Посадочное место ржавое, на сухую сажали. Ну и, конечно, шлицы на диске подубитые. Сейчас еще померяем диск. Ну вот он, этот эффект. Этого стука. Так, зазор, ой, размер диска. Размер диска. Размер 6, по идее. Нет, 5,17. 5,16. Да, он уже под замену диск. Продолжаем. Ну вот, вскрыли коробку. Вот какой ежик на магните. Это вот все с демпфера. Вот эти кольца, полукольца оторвало. Поэтому и переключаться еще могло, блядь, как-то херово. Ну, он заживало куда-то аж. Сейчас погреем другую часть, вскроем, достанем, посмотрим. Ну вот, эти вальцы оторвало, и сама шайба каленая вот лопнула в нескольких местах. Вот он должен легко на этих кулачках вращаться. Он зажат, то есть не провернуть его. Соответственно, все колебания идут на диск сцепления, на эти шлицы, и разбивает диск со шлицами. Все, сейчас снимем подшипник и уже достанем демпфер, покажем. Ну вот, на сколько частей ее размолотило. Все одинаково. Одна и та же проблема. Продолжаем. Подготовили коробку. Отмыли все. Сделали демпфер. Собрали. Все, теперь все крутится, все работает.
Новый диск сцепления. Продолжаем. Ну вот, подготовили валы, меняли подшипники на всех. Новенькие все стоят. Демпфер готов. Вал. Сейчас подгоняем диск сцепления. Старую, вернее, с нового диска сняли втулку и подгоняем ее новую сюда, на этот вал. То есть она плотненько садится без люфта. Все отмыто. Все, сейчас начинаем сборку. Заправляй туда. Вот так вот обмотал я фольгой верхнюю часть коробки. Сейчас буду феном греть, так она как бы более быстрее прогревается. Потом, когда валы поставлю, эту фольгу одену сюда и также прогрею. Ну вот, воткнул валы, до 120 градусов греем, и они сами без единого удара садятся. Все, демпфер стоит, все, валы стоят. Собрал коробку, все поставил, все валы. Сейчас обезжириваю, наношу герметик и грею эту часть. И собираем. Все, собрали коробку, установили сальники. Все, герметик вытер. 8 ньютонов тянется. 9 ньютонов тянется. Вот такой импровизированный стапель для коробки. То есть ставятся шпильки вместо этих болтов и собирается. Все, продолжаем. Сейчас что у нас по диску? Все, готово. Клепать надо. Клепать. Вот сейчас диск. Только у нас эти, по-моему, с этой стороны. Перепрессовали втулку. То есть вот эту втулку мы вытачивали под вот этот вал, под эти шлицы, так как шлицы уже изношены. Вот эта вот втулка, это с нового диска сцепления мы сняли. То есть мы ее одеваем, и она люфтит. Вот эту вот втулку, которую выточили, одеваем. То есть вообще люфта практически нету. А вот этот люфт, он и дает стуки. Ну все. Сейчас собираем корзину, ставим диск, коробку и хвост. Поставили коробку, притянули новый диск. 19 ньютонов тянутся. Продолжаем. Паста оригинальная, BMW-шная. Мажутся шлицы все. И вот этот вот вал тоже смазанный. Сцепление давит. Только
когда разбирали, здесь все сухо было. И вот эту часть тоже надо будет смазать. Плюс смазать эти шлицы. На коробке с корзиной уже смазано. Так. Сейчас. Как-то так. Продолжаем. Так, поставили хвост. Все прикрутили. Сейчас колодки. Внутренняя кончилась. Поэтому срочно нужно менять. Продолжаем. Ну вот первый пуск. Еще холодный. Шумов никаких нету. Вот выжил сцепление. Отпустил сцепление. Но еще не калибровал моторчики шаговые эти. И не делал этот синхрон. То есть после этого, когда все процедуры пройдут, он будет еще мягче работать.